Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как я подготавливаю собачью шерсть к дальнейшей работе. Я ее вот в таком вот виде практически не храню. Я ее утрамбовываю в блоке для того, чтобы в дальнейшем, когда она мне понадобится, я могла уже взять ее и использовать. Нам нужно, ну вот у меня акитеину пролиняла, у меня несколько мешков этой шерсти. Я беру техсалфетку, которая приходила мне из Магнатекса, тех цветов, которые мне в принципе не нужны, и я вот ее использую для как раз-таки утилизации этой шерсти. Вы, когда будете выкладывать шерсть, вот по такому принципу, имейте в виду, что когда вы ее уже выложили, вы ручками, вот так ладошками как бы поприкладываете ее, ну, скажем так, проверяйте плотность того, как вы положили эту шерсть, потому что иногда визуально вроде шерсть есть, а когда потом прошиваешь, шерсти там нету. Бывают такие, скажем так, моменты, где вот нужно доложить кусочки шерсти, чтобы достаточно все было такой однородной плоскостью, иначе потом будут прорехи в блоках. Ну, я кладу, как видите, немало, немного, и, соответственно, когда потом при стирке она немножечко утрамбовывается, и достаточно неплохой такой слой. Можно ее использовать в любой верхней одежде, можно сделать юбки теплые, стеганые, все что угодно. Главное потом в дальнейшем использовать верхнюю ткань, достаточно плотную, чтобы шерсть не выбивалась. И вот, соответственно, накладываем верхний слой. И сейчас булавочками нужно по всему периметру проколоть это все, закрепить. Посерединке тоже постараться там пару булавочек воткнуть. Кто-то может простегать, но вот для меня я не вижу смысла стегать вручную перед машинной строчкой. Вообще, в принципе, я уже проверила, я не первый раз так делаю. Никуда ничего не ускакивает. Если даже при стежке у вас будет ткань, вот эта марля, или еще какая-то, да, куда-то там загибаться, там, я имею в виду в такие вот, скажем так, заломы будут, да, пристежки, ничего страшного, это все равно внутреннее, это просто как бы вы соединяете шерсть просто в блок, а дальше у вас все равно будет какая-то верхняя ткань, в любом случае другая, поэтому то, что здесь это не сильно принципиально, строчки могут быть там не сильно идеальными, это тоже как бы тоже не принципиально, именно на этом этапе. Потому что этот этап такой подготовительный, это те блоки, которые будут, это как просто утеплитель. Мы просто сейчас его делаем приводим в порядок и соединяем в куски ткани, да, чтобы потом как-то можно было с этим работать. А так это тот же самый утеплитель, что и в магазине, просто натуральный. И если использовать вот такие вот блоки, там для поясов из собачьей шерсти идеально, потому что размер, в принципе, из него можно сделать все, что угодно. Уже тоже делала, уже и юбку делала себе для прогулок с собакой зимой из собачьей шерсти, вообще непродуваемая, потому что верхний слой я выбрала курточный, а невероятно теплая, потому что внутри собачья шерсть. Так, ее можно использовать, можно одеяло из этих блоков делать, что угодно, то есть это на ваше усмотрение. И вот по такому принципу я сейчас просто это буду все стегать сначала по окружности, по периметру простегать, и потом на квадратики и по диагонали. И в принципе ничего никуда не выбивается, никуда не вылезает. Единственное, да, когда мы потом при стирке, когда стираешь, вот после того, как простегал, это все нужно постирать, высушить, конечно, выбивается. Но, соответственно, мы же будем еще использовать верхний слой, и, конечно, все будет намного лучше выглядеть. И это прекрасная вещь, которую обязательно нужно использовать
никогда не выкидывать. Кто-то делает из этого носки, сдает на пряжу, из этого делают пряжу, вяжут носки, там еще что-то. Я вот решила для себя самый идеальный вариант – это вот делать такие вот блоки для дальнейшей работы. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!